Приветствую тебя вновь, друг мой. Ты пришел, чтобы послушать очередную порцию моих историй? Ты... Что? Хочешь выступить в составе крестового похода на мировую язву? Какой же это вздор! Ваши мечи и стрелы не смогут даже поцарапать демоническую шкуру. И если ты пришел сюда, чтобы просить меня присоединиться к вам, то знай, что это пустое занятие. У меня есть дела и поинтересней. Ладно, давай так. Чтобы твой сегодняшний визит ко мне не был пустой тратой времени, я расскажу тебе о тех, кому тебе стоит воздавать молитвы, когда демоны окружат вас со всех сторон. Я даже не буду сегодня касаться древних, а поведаю лишь о тех богах, о которых уважающий себя крестоносец должен знать. Итак, по самой простой классификации выделяют 4 категории божеств. Основные, второстепенные и мертвые, а также полубоги. Различие это состоит не столь в силе, сколь в известности и влиянии. Ведь все эти ваши популярные основные божества никогда не смогут конкурировать с внешними владыками. Но не будем отвлекаться и перейдем к нашим сегодняшним персонажам. Первая на очереди – Фаразма, как по старшинству, так в принципе и по силе. Ее также называют выжившей или немогильника, и не зря. Выжившей, потому что она единственная конечная, то есть единственное обладающее ограниченной силой, существо, которое пережило старую мультивселенную и перешло в новую, из подачи которой в ней зародилась свет, тьма, жизнь, смерть, большая часть планов, боги и так далее. Леди Могильника, потому что в новом мире она воцарилась на громадном шпиле, обращенном к центру миров. А стоит шпиль как раз посреди того самого могильника. К этому шпилю стекаются все души погибших, где Фаразма и ее слуги-психопомпы их судят, и в зависимости от прожитой жизни направляют их в соответствующий их нраву план, где те проводят свое вечное посмертие. Иногда обращая существ, соответствующих тематике плана, будь то ангелы, демоны и прочие. Воздают молитвы ей в основном акушерки, беременные и гробовщики. Ее священные цвета – это синий и белый. А чтобы не прогневать Фаразму, не нарушая покой мертвых, а еще не трогая косодоев, ее священных птиц. Асмодей или Асмодей, если твоему уху так проще. Я как-то рассказывал о нем и его брате Ихисе. Фаразма создала их одними из первых. Вместе со своим братцем они творили миры, создали то, что мы теперь называем физикой. Также они создали первых смертных и были в восторге от того, что те им поклоняются. Вот только Ихис решил дать смертным свободу воли, а Асмодею это не понравилось. Он-то привык, что это просто его игрушки. Со временем их конфликт вырос в целую войну, что завлекло в себя большинство существующих тогда богов. Вот только на этой войне никто не погиб. Ну почти. В самом финале военных действий, когда в бою сошлись два брата, и их казалось бы одержал победу, Асмодей сдался и предложил брату мир, и когда тот отвлекся, подал отделанному копья в спину, совершив первое убийство. Но по итогу Асмодей пожалел смертных и все же дал им право на свободу воли в память о брате. Но и себя побаловать не забыл. Он создал для себя план, известный как Ад, где все соответствовало его представлениям об идеальной вселенной. Там он окружил себя гесперианцами, также известными как дьяволы. Он и поныне известен как Первый, Бог-демон и Князь Тьмы, а взывают к ним обычно тираны, работорговцы и бюрократы, в основном на территории Чилии. Также Асмодей любит змей, одевается он в красное и черное. Если вдруг будешь поклоняться следующему божеству, делай это максимально скрытно, а то твои братья-крестоносцы сами понесут тебя на костер. Я говорю о Ровгуге или Равагуге,
могущественном лорде Клепот. Он существовал с незапамятных пор, жил в районе в бездне, где сейчас обитают демоны. Иногда он прорывался в различные миры, объедал их, после чего боги тряпками отгоняли его обратно. И продолжалось это до тех пор, пока Равагук не направился на место упокоения Ихиса, брата Асмодея. Он впитал остатки его божественности, силы и эмоций, и стал во много раз сильнее. Он несколько лет неистовствовал по космосу, даже по городу богов Аксису, прежде чем эпический лорд Саранрей собрал богов и дала чудовищу бой. По итогу боги заточили его в недра Галариона, где он поныне обитает, а ключ от замка, что не дает грубому зверю вырваться, хранит Асмодей. Согласно одному пророчеству, в конце времен, в Великое Запределье вторгнется ужасное зло, и Асмодей выпустит Равагуга в отчаянной попытке спасти Вселенную. А Равагуг, в свою очередь, вместо того, чтобы пожрать зло, прожжет весь мир, оставив в живых лишь Кротоса и Фаразму. К счастью, поклоняются Равагугу в основном разные дикари, орки, гнолы, те мажут себя в красный и коричневый, и иногда заводят себе скорпионов. Намного проще рассказывать истории богов, когда часть их истории ты уже упомянул. Эмпирический лорд Саранрей, после того как Равагуг был повержен, вознеслась на божества. В те далекие времена Саранрей далеко не была так милосердна, какой мы знаем ее сейчас. Как молния с неба на кровавиновных. Также следил за тем, чтобы ее злейший враг не вырвался из своего заключения. Однако, как это часто бывает, она придавала свою волю людям в форме очень туманных откровений, а люди, в свою очередь, неправильно поняв свою богиню, вместо того, чтобы избегать этого места, основали город прямо над местом заключения Равагуга, который, в свою очередь, захватил их разум. Когда она отправила туда своего ангельского посланника Кхала, люди, пропитанные магией грубого зверя, убили его. В ярости Саранрей стерла город, да сделал это так усердно, что на том месте образовалась глубокая яма, откуда начали ползать отродья Равагуга, такие как Тараска. С тех самых пор Саранрей взяла под контроль свои эмоции, и ее основной догмой стало всепрощение. Ее стали почитать целители и земледельцы. Ее любимые животные – голуби, а цвета – синий и золотой. В это время года, но здесь все еще летают синие и белые бабочки. Ну знаешь, через глаза бабочек Дезна смотрит на чудеса мира. А к самой Дезне, знаешь, из всех основных богов, я, пожалуй, отношусь лучше всего. Я ценю ее чувство вкуса. Очень любознательная. Богиня удачи в раннее время занималась тем, что создавала звезды. Те самые, что мы видим по ночам. Можно также сказать, что сначала ее обучал другой бог, Кручанус, бог животных, вместе с которым они болтали по ночам о чудесах Вселенной. И пусть их счастье было долгим, но все же не вечным. Ламашту, тогда еще лорд демонов, заманил Кручануса в западню, где жестоко того истязала. Когда Дезна смогла добраться к нему, тот уже на последнем издыхании передал ей свои силы. Говорят, с тех пор животные перестали общаться на языках смертных. А Дезна, в свою очередь, дала себе клятву продолжать их общее дело и нести в мир чудеса. Но как бы миролюбива ни была Дезна, не стоит ее недооценивать. Как-то раз лорд демонов Аллар взял под контроль что-то Дезны, дабы начать сеять смуту в мире смертных. В этот момент Дезна самолично ворвалась в бездну, изничтожая легионы демонов. Она ворвалась в крепость Аллар и сразила рода демонов. Правда, этот поступок чуть не спровоцировал масштабную планарную войну. Но в дело вмешалась другая эксцентричная богиня, Калистрия, и запутала демонов так, что те едва не прибивали самих себя. Ныне Дезна обитает на границе между Элизиумом
и материальным планом, где ее оберегают слуги Азат и Терлиены. А еще, согласно байкам, Дезна ведет амурные дела с двумя другими богинями – Саранарой и Шелин. Кстати, о богине красоты Шелин. Изначально она была очень незначительным божеством. Она была дочерью духа Волка Трона и неизвестной богини красоты. Однако по неизвестным обстоятельствам ее мать была уничтожена, а домены красоты, любви и искусства стали делить между собой Шелин и ее сводный брат Дубрал. Однажды они ввязались в некий спор между собой, в результате чего Дубрал отправился в далекое странствие за пределы известных ему планов. Когда он вернулся, он был совсем не тем, каким был прежде. Теперь он носил имя Занкутон. Его отец Трон был рад видеть своего сына живым, вне зависимости от того, насколько тот изменился. Однако Занкутон схватил его, сковал цепями и жестоко истязал. Шелин пыталась дозваться до брата, но тот пронзил ее своими черными когтями. За эти и за многие другие злодеяния боги отправили его на план теней, а Шелин забрала себе его, проклятую золотую глефу. После этого они почти перестали общаться. Шелин любит все возможные яркие цвета, певчих птиц и музыку, а поклоняются ей художники и поэты. Ее брат Занкутон – покровитель садистов, любитель летучих мышей, темно-серого и красного цвета. Сладкое жало, Калистрия. К тому, что уже сказано, можно добавить, что она является переменчивой богиней похоти и мести. Она высокочтима многими эльфами, а о ее любовных похождениях среди богов ходят легенды. Калистрия очень любит Ос и также любит хранить свои обиды до того момента, пока она не сможет ужалить как следует. А ее любимые цвета, как подавает Осом, это черный и желтый. Когда человечество было еще молодо, а Кручанус уже был мертв, люди начали охотиться на животных, и тогда к ним явился Эрастил и подарил им лук. Эрастил, бог оленей, довольно мирное божество, продвигающее идею тихой жизни в глуши. В этом у них появляются разногласия с Абадаром, богом цивилизации, который учит жить в роскоши. Так или иначе, вдвоем они помогли развиваться смертным расам на протяжении всей их истории. Разве что Эрастилу поклоняются фермеры и охотники, а Абадару – юристы, аристократы и банкиры. Также немалый вклад в развитие цивилизации, только уже дворфийской, внес бог Торок. Согласно легенде, Торок сотворил первых дворфов в большой кузне, и когда летели искры, те падали каменными существами, чье нутро было полно огня. Он долго правил ими и наставлял на трудолюбие и силу, а после дал им пророчество, в результате изучения которого дворфы поднялись на поверхность Галариона из подземелий после мирокрушения. Также Торок, как и Эрастил, является защитником семейного очага, а также Торок, как ни странно, является любителем барсуков, серого и золотых цветов. Гозрах – это двуполое божество природы, бури и волн. Это крайне непостоянное божество. Но на самом деле мало что заводит это божество, кроме природы. Он непрерывно путешествует по материальному плану в виде морских волн и дуновения ветра. Гозраху воздают почести моряки и друиды. Горум – бог битв, славы и военной доблести. Его почитатели называют его «наш господин в железе». Кажется, он родился из бойни в незапамятные времена. Никто толком не помнит, когда это случилось. Хотя ходят легенды о том, что однажды он просто появился как железный доспех, одиноко стоящий посреди поля боя. Горума мало интересует что-то кроме сражений. Считается даже, что он живет в каждом железном оружии. Поклоняются ему варвары и орки. Его священное оружие — это носорог, а любимые цвета — это серый и красный. Ургатоа
Бледная принцесса, богиня болезней, физических излишеств и нежити. Считается, что когда-то она была смертной гедонисткой, а после смерти, попав на могильник, она смогла неведомым способом сбежать от Фаразмы. Также принято считать, что именно из-за этого и возникли болезни. Обычно ей поклоняются некроманты, нежить и те, кто хочет стать нежитью, а также те, кто страдает тяжелыми болезнями. Из животных ей более всего нравятся мухи, а из цветов – зеленый и красный. Ламашту, мать чудовищ и королева демонов. Некогда она была лордом демонов и любовницей Пазузу, другого демонического лорда. После того, как она убила Курчануса, она поглотила часть его сил и с ними вернулась в бездну. Полный зависти, Пазузу напал на Ламашту, но новоприобретенные божественные силы помогли Ламашту. С тех пор они стали страшными врагами. В это же время Ламашту узнала о могущественных демонах, известных как всадники Апокалипсиса. Она вторгнулась в Абаддон, сразила двоих из них и украла их секреты по созданию сильных демонов. После чего создала таких демонов, как Вавакий, что стали сторожить ее царство в бездне. Курнугия – самый толстый ее слой. Многие чудовищные гуманоиды – гоблины, гарпии, гнолы, минотавры – считают ее своей матерью. Ее любимые цвета – красный и желтый, а любимые животные – шакал. Мы постепенно переходим к все более молодым богам. Нефис, безумный бог магии, появился, когда земли, где находится ныне Сирион, уже существовали. Он явился к Асгааду, будущему основателю Осириона, и наделил того силой. Сила Нефиса помогла Асгааду поразить одну из отродий Вагуга, объединить племена и основать город Сотис, что стал будущей столицей всего Осириона. Однако, преемнику Асгаада, фараону Наги, Нефис явил свою темную сторону, являл тому же кошмарные видения и свел с ума. Ирори, бог просветления и самосовершенствования. Когда-то был человеком, но ежедневно и ежечасно упорно тренировал свою душу, разум и тело, после чего достиг просветления и вознесся, как божество. Что самое удивительное, по пути Ирори также прошел его племянник, и тоже стал божеством, после чего стал советником своего дяди. Ирори почитают монахи, гномы и даже зеленые драконы. Священным животным Ирори называют улитку, а священными цветами – синий и белый. Прежде чем идти дальше, стоит сделать небольшое вступление и сказать пару слов о мертвом божестве Арадене. В особенности нам важно несколько фактов о нем. Он был последним чистокровным Ацланти, который неведомым образом стал бессмертным незадолго до мирокрушения, когда цивилизация Ацланти перестала существовать. Араден совершил бесчисленное количество подвигов, поверг немыслимое количество врагов, в том числе одолев Аватара Дескари, заключил сделки с самыми разными потусторонними существами, возглавил большую часть человечества и вел его вперед семимильными шагами. Но все изменилось, когда Араден поднялся на море звездный камень, и от контакта с ним он вознесся и стал божеством. А вокруг этого камня он основал город-государство Апсалон. Но в очередном бою Араден пал. В тот же год произошло множество страшных событий, в том числе открылась мировая язва. И было пророчество, согласно которому он вернется вновь, возглавит человечество и поведет его к светлому будущему. Но Араден так и не вернулся. Однако, когда Араден еще был жив, еще несколько человек прикоснулись к звездному камню и стали богами. Одним из этих людей была Иамидай, что долгое время служила верой и правдой Арадену. И после его смерти она приняла на себя его обязанности. Поэтому ее и называют наследница.
Емедай стала бороться с любыми воплощениями зла и наставлять смертные расы на эту борьбу. Священные животные Емедай – лев, священные цвета – красный и белый. И еще одним человеком, что прошел испытание Звездного Камня, был Наргобер, бог убийств, воровства и хранитель тайн, единственное злое божество среди вознесенных. Любая информация о нем покрыта тайной. Считается, если его происхождение станет известно, сам бог умрет. Почти все божества относятся к нему с пренебрежением и считают его вознесение неким обманом. Его любимые цвета – это черный и серый. И последнее божество, о котором мы сегодня поговорим, это бог невзначай – Кайден Кайлин. Он был смертным человеком, наемником, борцом за свободу и любителем выпивки. Он никогда не собирался специально становиться божеством. Но согласно одной из легенд, его пьяный друг предложил столь же пьяному Кайдену пройти испытание Звездного Камня, и тот, не колеблясь, отправился это делать. Никто не знает, с какими испытаниями столкнулся Кайден Кайлин на своем пути. Однако через 3 дня он вышел божеством. Однако его предпочтения ничуть не поменялись. Он все так же боролся за свободу и все так же любил выпивку. Кайден поселился в Элизиуме, где часто пел серенады Ксарнерой, Шелин и Дейзни. По итогу от Дезны у него родился сын полубог Ходжес. Думаю, на сегодня тебе хватит. Выбирай с умом, кому ты будешь воздавать молитвы. Если ты вернешься с похода, приходи. Мне будет очень интересно послушать о твоих приключениях.